Зимние, удобные, простые, дешевые. Третья пара зимних кроссовок Li-Ning на моем канале. И эти самые взрослые по расцветке и максимально универсальные по фасону кроссы, которые у меня были. Как и в прошлом ролике, добавлю две вещи из Китая, которые покупал в течение года. Штаны от Li-Ning и толстовка от Amazfit. Но для начала обсудим зимние кроссы Li-Ning Lifestyle Adventure. Пока их не раскупили. А то будет как всегда, ролик выпущу, а товара уже нет. Tube 660, всем привет, вы на канале Польза. Меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. В описании к ролику условия дополнительных розыгрышей. Там всегда море девайсов, и в этом месяце их будет около 20. Розыгрыш 30 числа каждого месяца на стриме. Стримы сохраняю. Подробная информация в описании к видео. Подписывайтесь с колоколом, пишите, что еще купить на обзор, добавляйтесь в телеграм-канал со скидками и промокодами по ссылке в прикрепленном комменте. А сейчас основное про зимние кроссовки Li-Ning Pioneer Lifestyle, или как на них написано, Li-Ning Adventure. В принципе, это все из той же оперы, которую я заказывал. Приходят кроссовки в комплекте с мешочком для переноски, и это не мелочь, учитывая, что отдельно мешки тоже продаются, притом недешево. И народных запахов не было. Про прошивку можно сказать, что как всегда и бывает у бюджетного Li-Ning, некоторые мелкие элементы прошиты не супер аккуратно, но в целом неплохо. При этом китайским базаром качество кроссовок назвать язык не повернется. Поддержка стопы отличная, боковая тоже. В меру высокий берец. Шнурки не топ, но и не самые дешевые. Верхняя петелька шнурка из металла. Следы клея, если всматриваться в швы, есть. Надписи на ботинках Warm Shell, конечно, портят эстетику довольно сильно. Подошва двухслойная, от снега в ней избавляться просто, достаточно топнуть. Странно, что у продавца числится название Pioneer Lifestyle, а на подошве кроссовок красуется Adventure. Сцепление с мокрым асфальтом у подошвы хорошее. Внутри искусственный мех, в помещении в них находится жарко. Думаю, с термоноском можно и при минус 20 ходить. Для широкой стопы и высокого подъема подойдут. Но напоминаю, что обувь лучше покупать в магазине с примеркой. Пропитки в кроссовках нет, но форм-фактор не предполагает, что они могут промокнуть. Язычок мягкий и длинный. На мои 285 мм по стопе идеально подошел размер 11 US. Я, кстати, сломался и заказал себе их баскетбольные кроссовки сверху, те, что скидывал в телеграм-канал для скидок во время сейла. Про беговые рассказал, про зимние тоже пора и другие варианты протестировать. Вердикт прост. Кроссовки удобные, взрослые, легкие, мягкие, простые. Для повседнева в зиму и снежную осень самое то. По ссылке в описании к видео можете посмотреть их стоимость и отзывы, их там уже прилично. Стоят кроссовки в районе $50. Цена зависит от вашего статуса на Алиэкспрессе, страны и наличия распродажи. Второй товар. Их спортивные штаны. Для спорта они или для повседневной носки я так и не разобрался. Брал на приличном сейле, поэтому в момент покупки не особо задумывался. В сумме у штанов 5 карманов. Прошиты штаны достойно. Надпись на боковом кармане довольно удивительна, но по мне ничего особо во внешнем виде не портит. Конечно же, классический модно подстреленный фасон. От снега ваши ботинки они не защитят. Зимой в них ходить без поддевы — мазохизм. Да и полиэстер без подкладки то еще удовольствие носить. В комментах под товаром в них народ спортом занимался. Странная такая идея без поддевы. Купил, рассказал, внешне зашли, буду носить. И третий элемент на руках у меня уже больше года. Это для больных Amazfitовцев. Спортивная кофта от Amazfit. Пользуюсь ей давно, максимально тонкая, простая и удобная. И не потеряла внешний вид за год. Ее на Али я уже давно не встречал, да и вообще только одну вещь от Amazfit я видел, на нее и ссылку оставлю. Увидите в распродаже их став, не думайте, дорого и качественно. Если зашло, берите. Резюмирую, обзор вещей штука странная, но на кроссы мне эти обзоры делать нравятся. Если вам эта тема заходит, ставьте лайк и пишите в комментариях, продолжать или нет. 660 обзоров на канале, из них 26 на кроссовки. Два топа кроссовок можете, кстати, увидеть по ссылке в правом верхнем углу. Море беспроводных наушников, ноутбуки, телефоны, в общем, все как вы любите, все на канале есть, посмотрите, кто первый раз сюда пришел. Там также много всего интересного. Следующий обзор будет на портативный проектор, и в нем основной плюс в том, что я его разыграю, если вы не против. Спасибо за просмотр, добавляйтесь в телеграм-каналы, девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.